Когда я был мелким пацаном, у меня на стене висел плакат с истребителем. Ни с футболистом, ни с актером, только самолет, у которого даже не было названия. Мне не нужны были причины, чтобы его любить. Всего лишь хотелось хотя бы на минутку почувствовать себя летчиком. Пусть даже понарошку. Потом была школа, работа, а затем взрослая жизнь, в которой вроде бы и нет места таким детским и наивным фантазиям. Но знаете, что удивительно? Мечты никуда не исчезают. Они просто тихо ждут своего часа. Вот и это дождалась. Так, ребят, значит, у меня сегодня будет одиночный полет, первый мой. Лечу вот на таком вот аппаратике. Значит, здесь из особенностей работает только вот этот прибор, скорость. Больше ни хрена здесь ничего не работает. Аппарат старый. Ему, наверное, лет 50. Вот, дверь вот так вот закрывается. Ладно, полетим с открытой дверью. В общем, сейчас делаю быстро инспекцию и взлетаю. Готовьтесь, ведь этот выпуск не просто история о том, как я стал пилотом. Это дорожная карта начинающего студента-летчика и пошаговая инструкция того, как пилотом можешь стать ты. В этом видосе я покажу путь от идеи до лицензии. Расскажу, где реально сэкономить, как выучить сложные авиационные предметы с нуля и как не слиться на первом же полете. Мы пробежимся как по бюрократическим, так и по практическим неприятностям и постараемся ответить на главный вопрос. Неужели это под силу любому человеку и стоит ли пилотной лицензии всех тех потенциальных удовольствий и возможностей? Ну а в конце бонус. Я расскажу, как превратить этот навык в источник дохода. Короче, если ты хоть раз смотрел в небо и думал, а что если, это видео для тебя. Южная Африка, Йоханнесбург, и мы начинаем. Ну что, как вы, наверное, понимаете, весь этот выпуск посвящен предмету авиации. Эта тема вообще проходит белой нитью сквозь всю мою свободную от работы деятельность. Ну, как минимум, мое основное скайдайв-хобби очень тесно соприкасается с авиацией. Да и в целом, авиаперелеты — это основной мой способ перемещения. Поэтому этот выпуск будет моим не самым кратким, но очень информативным резюме о моем опыте прохождения авиашколы. Я составлю дорожную карту по моему обучению и попробую за ближайший час на пальцах рассказать вам, какие учебные страдания и потенциальные опасности ждут начинающего летчика-студента. Также я не энциклопедично, но все равно довольно интересно постараюсь поведать вам об устройстве и концепции летательных аппаратов. Короче, все то, с чем я столкнулся за свое обучение, вы увидите прямо сейчас. Ну что, с предисловием вроде разобрались, а теперь давайте расскажу вам о том, как я вообще к этому пришел. Мое путешествие в мир авиации началось со спора с моим приятелем-пилотом. Однажды в непринужденном разговоре он поделился своим наблюдением, что по факту, несмотря на более высокие скорости и мощные ветряные колыхания, каждый его полет проходит с меньшим стрессом и большим удовольствием, нежели на поездку в автомобиле. Спорное утверждение, подумал я вслух, и на эмоциях мы даже с ним поспорили, что если я научусь летать, он прыгнет с парашютом. На этом мы с ним ударили по рукам, и я начал свой ресерч. Любое начинание стартует из поисковика, и это не стало исключением. Первым делом я начал искать, где вообще люди становятся пилотами. И здесь меня ждал сюрприз. Прямо рядом с дроп-зоной моего приятеля Билли в Притории оказалась вереница летных школ. Я проезжал мимо них десятки раз, но никогда на них не обращал внимания. Здесь-то в моей голове все сошлось. В общем, оказывается, рядом с дроп-зоной Билли есть отличный аэродром. В общем-то, я-то про него, конечно же, знал, но я не думал, что там такое количество авиационных школ. И поэтому, в общем-то, выбор был очевиден. Здесь я прыгаю, а здесь я учусь летать.
Давайте сразу отвечу на вопрос, почему именно ЮАР. А все просто, я выделил 3 критерия. Во-первых, ЮАР — это отличный климат, вкусная еда, замечательные люди и виза там не нужна. Плюс ко всему, я уже неплохо изучил эту страну, так как очень много раз прыгал там с парашютом. Ну, в предыдущих роликах вы можете посмотреть, как именно это было. Во-вторых, мне обучение нужно было начать сразу, вот прям сейчас. Потому что если бы я уехал, подумал, переварил, то скорее бы я просто забил и отложил на долгий ящик эту затею. Ну и в-третьих, аэродром, где проходило обучение, находится почти на 2 километрах над уровнем моря. Разряженный воздух, короткая полоса, в общем, есть все, что нужно для того, чтобы твое обучение было максимально экстремальным. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Ну и не забываем про английский язык. Как понимаете, этот язык для меня далеко не родной, но я насчитал много веских причин, чтобы учиться именно на нем. Первое, это такая практическая польза, потому что изучая авиацию на английском языке, вы потянете этот самый язык. А для пилота важно его знать, попадая в чужое воздушное пространство. Второе, и прикладной, и авиационный английский язык откроет вам весь мир. Вы сможете летать не только у себя в стране, а вообще где угодно. Но согласитесь, это является отличным дополнением к пилотской лицензии. Ну и третье, я не являюсь владельцем блестящего шекспировского английского языка. По сему поводу родился элемент спортивного интереса. Получится ли у меня понять и интерпретировать все происходящее вокруг меня в авиашколе? Или нет? Вот давайте и посмотрим. Итак, я пришел в школу для того, чтобы подписать с ней договор. Прежде чем начать обучение, мне предложили пробный полет на учебном самолете с инструктором, где дали пилотировать самолет и немного рассказали про концепцию управления. Миссия этого первого полета была очень важная. Инструктор продемонстрировал и учебный самолет, и экскурс происходящего, чтобы я сам понимал, действительно я хочу, могу и готов проходить авиашколу. Да и вообще, нравится ли мне это. После этого пробного полета мы подошли к самому интересному, а именно к ценникам. Итак, за полный курс под ключ с 0 до получения лицензии частного пилота, в миру эта лицензия называется PPL, школа запрашивает 120 тысяч рандов, что в отечественных рублях составляет примерно 550 тысяч. В эту сумму входит все: и теоретические занятия в классе, и необходимое количество часов в небе на учебном самолете, и полеты на стационарном тренажере, а также экзамены, тесты, короче все, кроме обучающей литературы, которую нужно было отдельно приобрести в близлежащем авиамагазине. Но об этом позже. Итого 500 000 рублей. Кому-то эта сумма может показаться немаленькой, но для сравнения, в России идентичный курс обойдется вам как минимум в 2, а то и в 3 раза дороже. Прежде чем начать обучение, мне было необходимо пройти медицинскую комиссию. Чуть ли не от каждого русскоязычного пилота и блогера я слышал, что получение медицинской справки в России — это страшная боль и отдельный квест. Почти как для космонавта, даже если ты просто хочешь полетать на легкомоторной Цесне. С этими ожиданиями я записался на прием в одну из уполномоченных поликлиник. Втихаря включил здесь камеру, потому что люди очень сильно шугаются. Охрана сразу пробегает: выключи. В общем, я в госпитале. Вот смотрите. В общем, пришел сюда, мне здесь назначили время. Надеюсь, сейчас все сделается быстро. Разумеется, я морально готовился к худшему. Психолог, офтальмолог, лор, ЭКГ, УЗИ, вообще всех органов, ну и дальше по списку. Но неожиданно случилось то, к чему я совершенно не был готов. Так, друзья, минут 30 прошло, очень все быстро. Зашел к доктору, он меня спросил, нет ли у меня жалоб каких-то на здоровье. В общем, там молоточком поводил, постукал. Все вот как в детстве ходили, к уху, горло, нос. Смотрите, кстати, какая здесь кафешечка, очень уютно. Вот такие здесь госпиталя. В общем, карточка у меня с собой, и первый шаг мы сделали. Так что двигаемся дальше. Не знаю, с чем связан этот африканский медицинский спидран, но факты остаются фактами. Уже через полчаса у меня на руках была медицинская справка и допуск к полетам. А это означало, что для старта обучения мне оставалось закрыть еще один пункт. А именно, мне нужно было закупиться кучей абсолютно бесполезнейших учебников в авиамагазине. Чуть позже я вам расскажу, почему именно они были бесполезны. Так, ребят, едем в специализированный авиационный магазин. Мне там в школе составили огромный список того, что я должен приобрести.
В общем, там разные учебники, всякие линейки, карандаши, все, что мне понадобится для учебы. Сейчас туда доедем, я вам сейчас все покажу и постараюсь рассказать, насколько я это смогу. Аэродром. Вот, кстати, клиника. Сюда можно будет зайти и сделать небольшое авиационное обследование. Вот, но мы это уже сделали. Прямо здесь, на аэродроме, у нас есть вот такой вот замечательный магазинчик. Сейчас пойдем затариваться. Ребят, сейчас покажу вам, что мне нужно будет купить. По всей видимости, вот эти вот все учебники мне нужно будет приобрести для моего обучения. Hello. Hi. Don't you mind? I just need to call and ask for permission. Okay. Because recently we've changed the thing to no photography. Can I... Hi, Auntie Maria. Hi, Auntie Maria. Мы спрашиваем, можно ли снимать. Они здесь все очень сильно боятся камеры. We have a gentleman here with a camera. He would like to film. Все серьезно. Hello. Yeah, I just came to your show. В общем, этот момент довольно репрезентативно описывает все наши съемки во время моего обучения. Куда бы я ни пришел, с каким бы менеджером я ни разговаривал, все от продавца до директора летной школы сопротивлялись моим съемкам. На мой скромный взгляд, это, конечно же, глупость. Но местное руководство само себе придумало правила и в них же варится. Ну, что тут поделаешь. Тем не менее, ребята с радостью отоварили меня по полной программе на 40 тысяч рублей. Чуть позже я расскажу вам, что я именно приобрел. Как бы то ни было, мы снимали выпуск как могли. В общем, я поговорил с директором магазина, она сказала, что она сейчас позвонит еще кому-то и спросит, можно ли снимать. А пока мы здесь не снимаем. В общем, ребят, съемки для того, чтобы вам все это дело красиво показать, приходится вот так вот всегда мучиться, потому что нигде тебе не разрешают ничего заснять. Если снимаешь на телефон, то все окей. Как только вытаскиваешь более-менее большую камеру, все, у всех сразу какой-то ступор, все спрашивают какие-то разрешения. Ну, мы в любом случае сделаем это. Мы вам покажем полностью все обучение от того момента, как я пришел в школу, до получения моего лайсенса. Давайте соберем дорожную карту по моему обучению. Собственно, по этой карте мы и будем с вами бегать весь дальнейший видос. Итак, мы уже с вами сделали первый полет, подписали договор, сделали справки и закупили учебники. Ну, давайте о них я расскажу вам попозже. Теперь про обучение. Оно делится на теоретические занятия в классе и практические занятия непосредственно в самолете и небе. И теория, и практика изучаются одновременно. Утром теория, после обеда практика. Но прежде чем приступить к практическим занятиям, вам необходимо сдать 2 дополнительных теоретических экзамена, чтобы вас со спокойной душой могли посадить в самолет. Соответственно, первым делом мы чешем в авиасимулятор, где налетываем положенные нам 8 часов виртуальной реальности. И пока летаем, учим и сдаем 2 внутренних экзамена – матчасть и общую авиацию. Общая авиация – это такой сборный экзамен. Немного метео, немного права, немного аэродинамики, вопросы из всех предметов. Матчасть уже посерьезнее. Здесь мы штудируем техдокументацию к учебному самолету. В моем случае это 172-я Cessna. И понимаем, как устроен самолет. Как работает двигатель, фюзеляж, топливная система, электроника, закрылки и все такое. Оба экзамена не государственные, а внутришкольные. Но без них дальше никуда. После успешной сдачи мне выдали студенческий лайсенс или SPL. Это как первая метка. Все, теперь ты официальный ученик, а не просто турист в кабине, и можешь летать, но с инструктором. Дальше все максимально просто. Тебе необходимо обуздать 8 теоретических дисциплин, по каждой из которых ты обязан сдать тест минимум на 75% и 7 практических пунктов, каждый из которых будет уже принимать живой экзаменатор в кабине. Эти практические упражнения делятся на обучающие полеты с инструктором и самостоятельные полеты. И вот после того, как я пройду все эти экзамены, меня будет ждать супербосс в виде финального экзамена. Этот экзамен уже принимает представитель из госструктур. Все очень серьезно. Именно этот человек и решит, достоин ли я получить летную лицензию. Вот такой план. А теперь давайте пройдемся по теоретическим дисциплинам. Все условия для начала моей авиационной учебы выполнены, так что самое время рассказать о предстоящем процессе. Обучение будет разделено на 2 блока. Утром теория в классе, после обеда практика в небе. Как понимаете, авиация — это не просто сел и полетел. Здесь, как ни странно, нужно понимать, что ты вообще делаешь. И для этого понимания тебе в школе дают весь набор предметов, которые обязательны для прохождения. Их 9, перечисляю.
Первое. Воздушное право. Самый первый и фундаментальный предмет, который можно сравнить с обучением вождению. Здесь я узнал, что небо разделено на зоны, а также выучил правила входа в зону аэропорта. Это как ПДД, только для неба. Здесь же про лицензии, документы, обязанности пилота и что будет, если нарушать эти правила. Давайте для наглядности раскрою интересный факт. Если случайно залететь в закрытую зону без разрешения, можно получить не только штраф, но и незапланированное сопровождение истребителем. Если этот видос наберет 100 миллионов просмотров, мы обязательно попробуем. Второе. Метеорология или умение почти по-шамански читать небо. Здесь я учился различать облака точно так же, как биолог различает виды птиц. И не просто так. Ведь неподходящие погодные условия чуть ли не самая распространенная причина страшнейших аварий. В общем, на этом предмете я научился различать виды облаков, разбираться во фронте, давлении, ветре, турбулентности и обледенении. Ну и ключевой навык – это чтение погоды, прогноза и принятие решения. Третье. Принципы полета. Здесь тебе объясняют, что самолет летит не просто потому, что ты потянул за штурвал. Тут все про подъемную силу, сопротивление, вес и тягу. Мы разбирали профили крыла, сваливание и даже флаттер. Кстати, это такое жуткое слово, описывающее вибрации крыла, которое может его сломать. Забавно, но именно тут я впервые осознал, что штопор – это не фигура высшего пилотажа, а нежелательное состояние, в которое можно попасть случайно. Чуть позже мы перейдем к практике, где меня научили из этого состояния выходить. Четвертый предмет – устройство самолета. Если до этого я узнал, почему самолет летит, то здесь я узнаю, из чего он сделан. Мы разбирали двигатель, винт, топливную систему и приборы. И оказалось, что самолет — это не просто корпус с крыльями, а целый набор систем, каждая из которых делает свою работу. Двигатель дает силу, чтобы винт крутился. Винт толкает самолет вперед. Топливная система подает бензин туда, где он нужен. А приборы показывают пилоту все, что происходит в самолете: скорость, высоту и курс. Разбирая все по частям, начинаешь видеть: полет — это не магия, а четкая работа десятков деталей, которые должны взаимодействовать вместе. Тут же изучили электрическую систему и способы, как можно остаться без нее в самый неподходящий момент. И, конечно, безопасность от ремней до аварийных радиомаяков. Интересный факт, что у маленьких самолетов, вроде 172-й Cessna, часто всего один генератор. И если он выйдет из строя, все электричество только от батареи, и у тебя есть около 30 минут цифровой жизни. Пятый предмет, пожалуй, самый мой нелюбимый и сложный. Сдавал его самым последним, но это не меняет сути. Называется он навигация, масса расчетов, углы, курсы, коррекция на ветра. И вот этот легендарный флайт-компьютер ESXB. Я его ласково зову ЕБ. Если вы никогда с ним не работали, представьте себе инженерный ребус из 80-х, на котором надо посчитать, куда вас снесет ветром при скорости 73 узла и сколько топлива вы сожжете за 27 минут с учетом поправки на ветер. Я знал, что будет сложно, но не думал, что мой главный враг окажется из картона. Смотрите, это ESXB Flight Computer. Вот это вот Flight Computer, значит, это такой вот аналоговый калькулятор. На самом деле это какое-то колесо ада. Я не знаю, как его овладеть, потому что здесь можно выяснять сопротивление ветра, я не знаю, количество топлива, строить маршруты какие-то. Короче, тот человек, кто это придумал, ну это просто какой-то гений был. Мне сейчас предстоит вот это все изучить. Да, это такой аналоговый мануальный калькулятор. Я ползал по бумажным картам, чертил маршруты, считал топливо вручную и буквально выводил курсы карандашом по линейке. В общем, постигал авиацию точно так же, как это делали наши деды. Без GPS, без приложений, наедине остаешься только ты, карта, головная боль и ЕБ. И, наверное, именно из-за этого самый сложный для меня экзамен я в итоге сдал на 100%, чем торжественно перед вами хвалюсь. Интересный факт, что, например, если при боковом ветре в 20 узлов, если его не учесть, через 30 минут полета можно промахнуться мимо аэродрома на 10, а то и на 15 километров. Шестой предмет – Human Performance или возможности человека. Этот предмет про человеческий организм, а именно про то, как тело реагирует на полет. Я узнал, что на большой высоте через 30 минут без кислорода у меня начнутся проблемы с координацией. А при перегрузке в 4G и выше мир вокруг становится туннельным. Выглядит это примерно так. Еще я изучал усталость, стресс и иллюзии. Например, при ночных полетах мозг иногда рисует линии горизонта там, где их нет. А на высоте 3000 метров кровь теряет кислород почти в 2
2 раза быстрее, чем на уровне моря. Поэтому пилоты, находясь на этой отметке и выше, обычно используют кислородные системы. Простыми словами, предмет про физическое и ментальное здоровье пилота и пассажиров в самолете. 7 предмет – радиообмен. Скажу проще, без него новичок слышит переговоры пилотов и диспетчеров примерно так же, как мы слушаем турецкий рэп. Слова есть, а смысла нет. Здесь изучали фразеологию от простого ready for departure до критического mayday. Запомнил, что в эфире вместо yes или no ты говоришь affirm или negative. Даже секундное молчание в эфире считается плохим тоном. И для полного понимания происходящего мы зашли на экскурсию в диспетчерскую башню. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Категорически нельзя снимать, записывать. Давай как-то незаметненько. Короче, вот эта бабулька тогда в прошлый раз меня спалила. Сказала, еще раз с камеры придешь, мы тебя, жалобу на тебя здесь накатаем. Никаких радаров здесь нету. Все вот на таких вот бумажечках. Вот. Короче, вот эти вот бумажечки, вот на эти бумажечки они здесь пишут номер самолета, все его данные. И вот их потом вот так вот перекладывают. Я-то думал, когда заходил, я думал, что здесь будет какой-то такой радар стоять. Вот, что они будут это все видеть. А здесь все так олдскульно. Так, ладно, не будем отвлекать. Ребята, в общем, все, что хотел, я вам показал. Поэтому пока мы здесь не спалились. Окей. Все. Короче, спалились. Просто получили замечание. Вот. В прошлый раз она меня не помнит, эта бабуля. Грозно так вот пальцем сказала: ты видишь знак? Какого хера ты сюда пришел с камерой? Я выждал паузу. Где-то месяца 3, наверное, здесь не появлялся. Вот, но сейчас, видимо, очень много студентов. Получается, она занята была работой. Да, но, в принципе, вы все увидели. Еще хочу рассказать вам про интересный авиационный алфавит. Он, кстати, международный и исчисляется латиницей, где каждой букве присвоено свое слово. Например, если я хочу диспетчеру сказать номер своего борта, то мне вместо ZSTMH необходимо произнести Zulu Sierra Tango Mike Hotel. И как понимаете, диспетчер все это прекрасно расшифровывает. Ну и наконец-то последний 8 предмет – производительность и планирование полетов. Или хватит ли нам полосы, чтобы взлететь. Мы считали вес, центровку, запас топлива, длину взлетно-посадочной полосы в разных условиях. Интересно, что даже температура влияет на расчеты. В жару воздух менее плотный и самолету для взлета нужно больше разбега. Здесь я в теории понял, что такое густой или жидкий воздух. Предмет хоть и полезный, но чрезвычайно скучный. По крайней мере, теперь я точно знаю, как не перегрузить самолет и не влететь в забор. Вот вам еще один интересный факт. Разбег при взлете может увеличиться на 30-40% только из-за жары. Вроде с предметами разобрались, надеюсь, не сильно задушнил с их объяснением. Касаемо моего личного опыта, сдал я все вполне достойно. Ну, пару раз приходилось все-таки пересдать. Все это называется ground training или наземная подготовка и включает минимум 45 часов занятий в классе, естественно, все на английском, от которого на самом деле кипит мозг. Учился я и в ground school, и онлайн, но иногда ловил себя на том, что даже за ужином думаю, как рассчитать центровку Cessna с 3 пассажирами и багажом. В среднем на один предмет у меня уходило от 2 до 4 недель плотной учебы, а перед экзаменами я гонял тесты, пока не начинал отвечать автоматически. Так все и сдал. Ну что, с самой скучной частью обучения мы с вами разобрались, дело осталось за малым, а именно за практическими полетами. Для наглядности давайте напомню, что этот раздел делится на 2 подвида – на полеты с инструктором и на полеты самостоятельные. Практику я проходил аж в 2 разных по своей специфике аэропортах. Первый находился в Йоханнесбурге, он более сложный для управления самолетом, так как находится на высоте аж 1620 метров. Воздух здесь жидкий, полоса не длинная, скорость нужна побольше. Второй находится прямо у Индийского океана в городе Порт-Элизабет. Воздух там густой, полосы широкие, длинные, управлять самолетом и безопасней, и интересней. Туда-то я и отправился со своей микроэкспедицией, и пока мы не перешли к практике, предлагаю посмотреть, как вообще устроены гражданские аэропорты в Африке. Благо, что меня там встретил мой приятель, который и был проводником в этот авиационный мир Южной Африки. Позвонил своему товарищу из города Порт-Элизабет. Зовут его Дима. Видите, у меня на канале Привет. Есть Андрей, есть Дима. Всегда, в общем, ничего не меняется, только лица. Ага. И он мне предложил, говорит, вообще без базара прилетаешь. Смотрите, какой классный. Это не особняк, это клуб авиационный. Поэтому мы сегодня попробуем полетать на Cessna, просто потренить. А так как это Порт-Элизабет, здесь есть еще океан.
поэтому картинка будет офигенная. Для большей ясности внесу немного контекста. Как я вам уже говорил, свою летную практику я начал одновременно с теорией в другом аэропорте. Но конкретно в Порт-Элизабет есть очень приятный авиаклуб, куда нас дружелюбно пригласили с экспедицией. Таких клубов по всей Африке, да и по всей планете довольно много. И обычные выходные гражданских пилотов проходят в кофе-райдах по таким авиационным пристанищам. А еще вот смотрите, вот здесь галстуки. Это вот те студенты, которые здесь получили лайсенс, они вешают свои галстуки. А девушки раньше вешали лифчики. Но пришел новый директор, вернее директорша, и сказала, чтобы этого больше не было. Тут есть, пилоты, которые разбились. Вот это? Да, я в других клубах не видел такого. Вот этого чувака, он при мне тут был, не знаю, что там случилось. Он, вот тоже разбился. Так, пойдемте, я вам покажу, как здесь класс устроен. Thank you. Thanks a lot. Все, у меня теперь есть свой тег, я сюда могу приходить в любое время. То есть я теперь участник этого замечательного клуба авиаторов из Порт-Элизабет. Смотри, какой диджей. Кайф. Можно вечером прийти сюда. Какой вечером? Можно здесь переночевать. Пожалуйста, ключ у меня теперь есть. Парковочка. Смотрите, как здесь классно почилить. А вот такие вот здесь классы. Ну не кайф. В Джобурге я такого не видел. Смотрите, как здорово. Ну, приборчик, можно посмотреть, что устроено. Короче, не туда я поехал учиться. Ребят, захотите в ЮАР. Вот, во всяком случае, пока мне здесь больше нравится. Ну все, условия обучения я вам показал, теперь давайте подведем какие-то итоги теоретической части. Из любопытного, учебники можно вообще не покупать. Все эти красивые тома с глянцевыми обложками так и остались лежать на полке. Ни один из них я так и не открыл, разве что для съемки видоса. Ведь весь нужный материал, тексты, схемы, пояснения есть онлайн. Так что если хотите сэкономить на старте, вот вам первый лайфхак. Не спешите покупать бумажные учебники. Из всех предметов самым легким для меня оказался РЛО – воздушное право. По сути, это те же правила дорожного движения, только в небе. Все понятно, логично, без сюрпризов. Выучил быстро и сдал с первого раза на 90%. Остальные предметы шли тоже довольно спокойно. Читал, учил, сдавал, без особого напряга. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом шло. Оказалось, есть еще один экзамен, о котором я даже не знал. Это устный тест на знание английского. Ты заходишь в кабинет комиссии и с тобой просто начинают разговаривать. Про авиацию, про жизнь, да и просто про твои планы. Сначала кажется, что это просто общение, а потом выясняется, что это и есть экзамен. По итогу тебе выставляют оценку от 1 до 6, где 6 – это уровень носителя. Мне поставили 4, не Шекспир, конечно, но балл проходной. И как я говорил раньше, теория шла параллельно с практикой. Кстати, о ней. После занятия в классе меня ждала практика в небе. Должен сказать, что на первых порах было довольно странно сразу же идти управлять самолетом. Начальным этапом были упражнения по основам управления. И ко мне прикрепили инструктора, с которым мы учились делать. Руление по земле, прямолинейный полет, повороты подъема снижения, управление скоростью, координация работы руками и ногами. Разумеется, все практические навыки отрабатывались вместе с теоретической базой, которую мы проходили ранее на занятиях в классе. Давайте начнем с руления по земле. Да, это отдельный навык. Первая неожиданность — рулить самолетом по земле — это как управлять тележкой в супермаркете, в которой колеса все время норовят поехать не туда. И рулится этот самолет не штурвалом, а ногами. Если быть конкретнее, педалями. Первые 15 минут я виляю как пьяный. Инструктор ожидаемо невозмутим. А потом вдруг щелк и все. Как-то я привык и научился. Интересно, что на сильном ветре даже на земле приходится правильно держать крылья, чтобы тебя не развернуло. Короче, ощущение, что самолет живет вообще своей жизнью. Затем меня ждал прямолинейный полет. То есть инструктор поднимал самолет в воздух и передавал управление мне. Когда мы впервые оторвались от земли, я поймал себя на мысли, что держу штурвал двумя руками, как будто пытаюсь вцепиться в жизнь. Самолет при этом шатает, то набирает высоту, то просаживается. Инструктор говорит: вот смотри вдаль, найди точку на горизонте и держи ее в одном месте. И вдруг случилась магия. Самолет идет ровно. Чувствую, что начинаешь не просто лететь, а реально управлять этим крылатым драконом. Следующим блоком были повороты, подъемы и снижения. Сначала я боялся наклонять самолет, но реально же кренится и сваливается. Кажется, что сейчас мы упадем на крыло. Но потом понимаешь, это нормальное состояние. Крыло держит и все под контролем. Первый раз, когда я сам задал набор высоты,
высоты было стойкое ощущение, что я забрался на небоскреб. А когда впервые сделал снижение, глядя на поле под собой, сердце ухнуло далеко ниже моей же пятой точки. Но по реакции пилота я понял, что все под контролем и мы не разбиваемся. Потом было управление скоростью. Оказывается, газ в самолете — это не просто ускоритель, еще он влияет на высоту. Добавил — полетел вверх, убавил — вниз. Сначала кажется странным, что самолет сам лезет вверх при добавлении мощности, но когда привыкаешь, чувствуешь, что управляешь энергией, а не просто едешь быстрее. Если совсем на пальцах немного газа, чуть нос опустил и получаешь ровно такую скорость, которая нужна. Ну и финалом основ управления была отработка координации работы ногами и руками. Поначалу мозг в ступоре, руки делают одно, ноги другое. А инструктор еще говорит, чтобы я держал шарик по центру. Шарик по центру — это вот такой индикатор смещения корпуса. Ну как только начинаешь чувствовать, что самолет летит прямо, перестаешь колбасить педалями и все приходит в порядок. Для меня это был момент, когда самолет перестал казаться чужим и стал послушным. Ты как будто танцуешь с ним, и у этого танца появился хоть какой-то ритм. Следующим пунктом в обучении были маневры. И да, ожидаемо сложность упражнения тоже увеличилась. На этом этапе нужно было пройти крутые и плавные повороты, снижение и подъем на заданной скорости, разворот на 180 градусов без потери высоты, полеты на малой скорости, ввод и вывод из сваливания. На этих маневрах я и заценил, что можно делать с самолетом, а что нельзя. Первый крутой поворот — это как первый вираж на американских горках. Все внутри сжимается и кажется, что вот сейчас мы перевернемся. Но нет, самолет просто уверенно ложится на крыло, и ты вдруг видишь мир под другим углом. Это как будто кто-то взял и повернул всю землю. Самое классное чувство, когда ты выходишь из виража ровно в ту же точку по высоте, что и начал. Словно бросил мяч, а он вернулся точно в руки. Снижение и подъем на заданной скорости звучит скучно, но на самом деле как игра в баланс. Нужно держать точную скорость, а самолет все время пытается тебя обмануть. То ускорится, то замедлится. И ты начинаешь ловить момент и даже чувствовать его. Потом это очень сильно помогает на посадках, не спеша, но точно. Разворот на 180 градусов без потери высоты. Маленький челлендж, который превращается в соревнование с самим собой. Смогу ли я ровно выйти туда, где был? Первые разы теряешь высоту метров на 50 и злишься. Потом вдруг выходит идеально. Это дает такой кайф, как будто ты решил сложную головоломку. Полеты на малой скорости — это один из самых интересных моментов. Ты учишься летать так медленно, что самолет вот-вот свалится. В этот момент он начинает вибрировать, пищит предупреждающей пищалкой и кажется, что все, сейчас рухнем. Но инструктор рядом улыбается, говорит, чтобы я не боялся, и вдруг ты понимаешь, что можно летать даже на грани, и это не конец света. Ввод и вывод из сваливания — это один из самых адреналиновых моментов. Инструктор специально доводит самолет до сваливания. Нос падает, ты чувствуешь, как земля резко приближается, а потом делаешь правильное движение, и самолет снова становится послушным. Это тот момент, когда приходит уверенность, что даже если что-то пойдет не так, я знаю, как спасти ситуацию. Следующий этап на пути становления к настоящему пилоту был, пожалуй, один из самых волнительных. В этом пункте было 6 упражнений, а именно стандартный взлет и посадка, посадка с разными закрылками, короткий и длинный взлет, заход на посадку по второму кругу, уход на второй круг и посадка с боковым ветром. Как понимаете, эти взлеты и посадки каждый раз были частью других упражнений. Но тем не менее, спустя время отмечу, что все еще является волнительными и интригующими событиями. Давайте пройдемся по тому, чему именно меня научили. Стандартный взлет и посадка – самый короткий и волнительный момент. Газ в пол, и вдруг земля исчезает из-под ног. Кажется, что ты прыгнул с трамплина. А посадка – это маленькое искусство. Иногда она получается такой мягкой, что сам удивляешься. Но иногда посадка происходит с жутким грохотом. Иной раз кажется, что ты погнул шасси. Зачастую удивляешься, насколько шасси Cessna мощное при визуально столь хрупкой конструкции. Оказывается, можно садиться с разными конфигурациями крыла, и самолет ведет себя каждый раз по-разному. Без закрылок скорость выше, чувствуешь себя гонщиком. С закрылками медленно, почти как спускаешься на парашюте. Кстати, думаю, с приземлениями мои скайдайверские скиллы здорово мне помогли. Как минимум ментально было не так страшно, как многим студентам. Короткий и длинный взлет, но это как игра «А смогу ли я?». Здесь ты сначала зажимаешь тормоза и давишь газ до упора, потом отпускаешь и отрываешься максимально быстро.
Заход на посадку по кругу – это когда ты летаешь кругами вокруг аэродрома, и это превращается в ритуал. Взлет, разворот, касание шасси ВПП и снова взлет. В авиабыту такие полеты называются конвейер. Каждый круг чуть лучше предыдущего, и к концу урока чувствуешь себя почти профессионалом. По факту это чуть ли не ключевое упражнение на отработку своих полетных скиллов. Уход на второй круг – это очень полезное ситуативное упражнение-сюрприз. Ведь как только ты уже почти приземляешься на взлетку и ментально настроился перед самим касанием, тебе кричат с башни «Go around». И несмотря на все твои приготовления, единственным правильным решением является газ в палас и делать повторный заход вокруг аэропорта. Сначала мозг в панике, но потом понимаешь, иногда безопаснее уйти на второй круг, чем пытаться втиснуть свою посадку любой ценой. Боковой ветер – это когда ты летишь немного боком. Кажется, что полоса не на месте, а самолет вообще не туда смотрит. Но ты выравниваешь его в последний момент, и колеса касаются идеально. Чистое удовлетворение, и каждая посадка как маленькая победа. Безумно интересно. В отличие от теории, мне безумно нравилась вот эта практическая часть с инструкторами. Но правда, каждое занятие становилось отдельным приключением. К тому же, под конец мы уже начали комбинировать и отрабатывать за один полет все, что угодно. Ну, считайте это таким сложным аттракционом для взрослых. Я так бы и развлекался, если бы как гром среди ясного неба от моего инструктора не прозвучали слова о том, что у меня закончились летные часы. И пора уже в соло. Я немного офигел от такого расклада, но оказалось, что по правилам, установленным авиационным регулятором, ты не можешь тренироваться с инструктором больше 45 часов, даже если готов доплатить. 45 часов – это потолок. После этого ты обязан вылетать в одиночку. Без подсказок, без второго человека рядом, только ты, кабина, радио и небо. Но прежде чем меня допустили к первому соло, нужно было пройти еще одно испытание. Проверочный вылет с представителем авиационного регулятора. Это не инструктор, не знакомый тебе человек, а кто-то из авиационных властей. Кто садится рядом с тобой и молча оценивает. Все ли ты понял, все ли умеешь и самое главное, готов ли ты остаться в небе один. Условно говоря, это не экзамен, а вердикт. Можно ли тебя выпускать или рано. Он не будет помогать, не будет подсказывать, он просто будет наблюдать. Как ты управляешь, как ты общаешься по радио, как строишь маршруты, держишь курс, в общем, как взаимодействуешь с самолетом. И в конце полета он выносит вердикт. Готов к соло или не готов. Если не готов, не страшно, тебе дают еще 5 часов налета, а потом вся процедура повторяется. И ты вроде все знаешь, но внутри трясет, потому что это уже не просто тренировка, это момент, когда тебе официально доверяют самолет. И от этого доверия становится немного не по себе. Честно говоря, я чувствовал, что еще не готов. Внутренне мне хотелось чуть больше налета, чуть больше уверенности и уж точно не завалить проверочный полет. Я делал это 1000 раз, все как обычно, никаких сложностей. И вот, не успев набрать заданную высоту, вдруг щелк, дедушка резко убирает газ и говорит: у тебя отказ двигателя. Почему-то я этого не ожидал, хотя должен был. Но сработало интуитивно. Я сразу начал аварийную процедуру и удержал скорость. Все как учили. Фразы шли по памяти, как стишок. Параллельно ищу, где приземляться. Показываю дедуле. Небольшой пятачок, ровная поверхность. Захожу на файнал, все четко. Курс, скорость, угол. Полоса уже близко, я на глиссаде, все стабильно. Спрашиваю touch and go, он спокойно, без эмоций, full stop. То есть заканчиваем. Приземляюсь, паркуюсь, дедушка встает молча, выходит из кабины и уходит. Ни слова. И вот тут я реально не понимаю, сдал я или нет. На следующее утро у меня снова запланирован полет с инструктором. Думаю, ну значит не сдал. Ладно. Все как обычно. Взлет, круг, готовлюсь к конвейеру, и тут слышу в радио, как мой инструктор докладывает: Full stop for instructor drop off. Я даже не понял, что это значит. Приземляемся, инструктор просит высадить его напротив здания аэропорта. Ну что, готов? Открывает дверь и просто уходит. Я остаюсь в кабине один и опять как будто снова не был к этому готов. Ну что, вот он мой первый соло. В голове пустота, что дальше, не понимаю. Ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Короче, прошу любить и жаловать, мой первый одиночный полет. Так, ну что, камеры я вроде все включил. Такой знаменательный момент. Мой первый одиночный полет. Надо не зафакапить. В голове сейчас прокручивают то, что необходимо сказать. Немного волнуюсь. Погодка сегодня. Сказать, что она прям идеальная, потому что такая болтаночка и ветер боковой. Я уже до этого сейчас сделал несколько кругов. Romeo X-ray Echo, copy, thank you, sir. Papa Sierra Whiskey, ready for departure, runway 35.
Papa Sierra Whiskey, runway 35, surface winds light and variable. Clear takeoff, climb to 6,300 foot, report left downwind. Что, поехали? Полетели, я бы сказал. Так, Андрюша, не облажайся. Тебя все смотрят. Так, landing lights on, flaps up, transponder, alt. Все вроде настроили. Че, погнали? RPM sufficient. Maintain center line, visibility on green. Скорость растет. 65. Rotate. О, какой легкий, а. Без моего инструктора, да? Легенький такой, приятный. О, болтает немного. Вертолетик рядом, блин. Так. Вау, вау, как побалтывает, а. Автотейков чек, брейк, fuel, next to throttle, carpet cold, landing lights off, flaps up and visibility on green. Солнце прям в глаза лупит. Конечно, очень неудобно и комфортно, я бы сказал. Foxtrot November Hotel, QNH 1026, taxi holding point runway 35. Holding point runway 35, Foxtrot November Hotel. Papa Sierra Whiskey, report final approach runway 35, number 1. Так, ну что, ощущение обычное. Я уже так много раз делал, просто сейчас справа от меня нету никого. Вот, а так, собственно, я летал уже, и поэтому сказать, что волнуюсь, конечно, волнуюсь, но это волнение, оно такое контролируемое. Вот, немножко ветерок поддувает, поэтому много говорить не буду, потому что когда я начинаю говорить, у меня начинает много загружаться мозг, так как мне нужно радиообмен, вот, и быть постоянно на чеку. Так что, ребят, еще один такой моментик, который... Так, давайте, сейчас я поверну на бейс. Я такой, мультитаскинг не очень сейчас работает. Вот, делаю либо одно, либо другое. Разговорчики отставить. Так, ну, baseline check, carbon hot, 1100 RPM, and ups 20. Здесь, когда снижаюсь, немножко так очко играет. Ты, ну, так хорошо на такой хорошей глиссаде заходишь. Так, иду ровно, 2 красных, 2 белых. Скорость держим. Carbon cold, landing lights on. Echo Delta India, descend to 6,300 foot, report final approach runway 35, number 2, number 1 on final. Так, держим скорость, держим саду, немножко подтряхивает торком. Это самый ответственный момент. Есть. Фу. Ups up. And full power. Так, ну вроде неплохо, да? Так, maintain center line, Piano Green, 6, 5, and rotate. Ох ты, ветерок так прям хорошо сносит боковой ветер с радаром. After takeoff check, brake fuel next to throttle, carpet cold, landing lights off, and flaps up, Piano Green. Так, немного сейчас расскажу, что я делаю, то есть что это за считалочка. Необходимо производить различные чеки, то есть проверять самолет на то, что у тебя все в норме. Ты проговариваешь эту считалочку и, соответственно, по ходу того, что ты проговариваешь, ты проверяешь эти приборы. Те, кто летает, те в курсе, это я для тех, кто не в теме. Так, ну что, поворачиваем. Набор высоты подъемом. Почему я так говорю? Да потому что я учусь на английском. Да, иногда радио как начинает орать. Так, заходим на глиссаду. 2 белых, 2 красных, все как положено. И звонок другу. Так, аккуратненько заходим. Аккуратно. ПР. Идеально приземлился. Фу, кайф. Фу, ну что, друзья. Сюда, вот сюда, вот так. И еще знаки показать, что я доволен, что я прям... Ну, вот здесь вот, смотри.
Пожалуй, самым сложным моментом за все обучение был навигационный полет. Я надеюсь, вы не забыли про мой бумажный ЕБ-калькулятор, ведь именно сейчас мне придется его использовать на практике. Короче, это упражнение предусматривает такой кросс-кантри вылет за 3-9 земель. Ключевым поинтом является то, что мне запрещено использовать все электронные девайсы и ориентироваться на местности только по карте и пресловутой ЕБ-линейке. Короче, тянуть не будем, но все же, прежде чем лететь, предлагаю провести предполетную подготовку самолета. Так, значит, сейчас я вам расскажу очень интересную историю. Не факт, что она прям вас сильно впечатлит, если вы не любите авиацию, но мне она очень нравится. Значит, сегодня у меня мой первый навигационный полет. Объясняю. Лечу далеко, лечу в 2 разных города, в небе буду находиться более 3 часов. Радиообмены, переключения на разные эшелоны, переключения на разных диспетчеров. В общем, все это я буду делать один. А сейчас проходим предполетную подготовку и вперед. Так как самолетики стоят на улице, вот их привязывают такими штуками, чтобы ветром не унесло. Поэтому мы сейчас это дело все снимаем, в багажничек закидываем. Так, теперь мы должны проверить наши топливные баки. Как это сделать? Берем вот такую табуреточку. Что вы думали, сейчас я там посмотрю на приборах, что у меня будет указано? Нет. Здесь это работает следующим образом. Табуреточку ставим, поднимаемся, открываем бак сверху и смотрим. Полный. Если не видно, можно туда палец засунуть и посмотреть, насколько он полный или нет. В общем, да, вот так вот, друзья, происходит. Это вам не какие-то современные технологии или old school. Зато мы учимся летать, как учились летать и летали наши деды. Самолет вот этот, по-моему, 68-го года. И когда я всем озвучиваю, на каких я бортах летаю, все приходят в ужас, потому что думают, что если старый, значит ненадежный. На самом деле ТО проходится раз в какой-то период, то есть техники смотрят, и все вот эти вот элементы, которые необходимы к замене, они вовремя меняются, они мантенятся, движки и так далее. В общем-то, как будто бы самолет должен быть исправный. Вот, сейчас мы это узнаем, слетаем 3 часа, и я думаю, что все будет хорошо. Так, после того, как мы проверили, что у нас есть топливо, теперь нам надо будет слить топливо, поэтому поворачиваем сначала на левый бак, открываем его и делаем вот такие вот заборы топлива. Смотрим, чтобы все было чистенько, чтобы не было воды. Значит, потом после этого, внимание, любители природы, значит, вот так вот мы вот так вот выкидываем на бетон. Сливаем дальше. Все хорошо, все чистенько, нету водички. Если есть вода, то она опускается вниз такими вот пузырями. Вот. Снимаем вот эту штуку, она влияет на приборы. То есть сюда заходит воздух, и у тебя показывается скорость. По-моему, так работает. Так, ну и то же самое проделываем в правом крыле. Также сливаем, смотрим. Все хорошо. Вот это, наверное, самая скучная часть, да? Нет. Нет? Интересно? Интересно. Мне жалко керосин, ты, мне кажется, уже литры будет. Знаешь, в каких-то школах, я знаю, учат обратно его выливать, заливать. То есть берешь отсюда и обратно заливаешь туда. Но почему-то нам сказали, категорически так делать нельзя. Все, мы в крыльях проверили, у нас все хорошо, воды нету, конденсата нету. Значит, дальше открываем вот такой вот лючок. Здесь масло, и здесь вот тоже выпуск топлива. Давай сейчас я покажу. Вот, налили. Посмотрели, все хорошо, вылили. Вот. И масло. Ну, масло проверяйте так же, как в автомобиле. Я понимаю, что мало кто из вас проверяет масло в автомобиле, но я делал это вот так вот. То есть проверял, смотрел, все хорошо, уровень есть. Закрываем. Чистенькое масло. Так, следующим этапом у нас идет проверка фюзеляжа и в целом всех органов управления, наверное, вот так вот. В общем, начинаем мы отсюда с винта. Хотя сейчас мне сказали, почему-то я должен сбоку начинать смотреть. Разные инструктора по-разному почему-то говорят это. Но я, в общем, привык так. Посмотрел, отошел в сторонку, глянул, что у нас стойка прямая, ничего не погнуто. Винт нормальный, то есть как бы нигде он не поломан. Все, дальше проходим здесь, смотрим статический порт, дырочка есть, все отлично. Здесь открыто, двигаемся дальше. Вот это вот датчик сваливания. Окей, проходим дальше, визуально смотрим. Элерончики. Поворачиваешь вправо-влево, вот так вот у тебя крылья двигаются. То есть, когда я это опускаю вниз, с той стороны поднимается наверх. Все очень просто. Здесь проверяем, здесь есть вот такие тяги, смотрим, чтобы она нормально была.
прикручена. Если честно, я не знаю, какая она должна быть. Я вот просто знаю, что нужно его так потрогать, что вроде люфта нету, но окей. Вот, дальше, значит, у нас это закрылки. Смотрим закрылки, значит, здесь у нас не должно ничего соприкасаться. Вроде на вид все окей. Проходим к рулю высоты. По-моему, так это называется. Я могу ошибаться, правда. Я вот уже не первый месяц учусь, но, ребят, не судите строго. В общем, вот этой штукой набираешь высоту или снижаешься. Все вот эти вот тросики натянутые. Дальше проходим здесь, смотрим, все хорошо. Также приходим к закрылкам на другом крыле. Проверяем все остальное. И, в общем-то, все, ребят. Вот так вот просто мы посмотрели наш самолетик. И я предлагаю тогда переключиться на камеры, которые я сейчас установлю внутри моего салона. Спереди, сзади. Одну камеру поставлю вниз, чтобы вам было все хорошо видно. Ну и полетели. Что у меня здесь есть? Вот такая вот карта. Значит, я здесь уже прочертил. Вылетать я буду вот отсюда. Значит, вот отсюда я вот так сюда фигачу. Потом здесь я полетел сначала на Растенбург, Touch-and-Go, потом на Пиланесбург, Touch-and-Go. Возвращаюсь обратно в эту точку и лечу на свой аэродром. Первый соло-навигационный полет – это тот момент, ради которого ты вообще шел учиться летать. До этого все было так, как будто ты летаешь со спасательным кругом. Рядом инструктор, который подскажет, поправит и даже отругает, если что-то пойдет по бороде. А здесь ты остаешься один. В кабине становится подозрительно и даже жутко тихо. На бумаге маршрут выглядел как детская задача. Тупо линия на карте, несколько курсов, расчет времени и топлива. Логично, понятно и даже красиво. Но в реальности ты понимаешь, что если ошибешься, исправлять будешь сам. Нет подсказок, нет плеча, который перехватит тебя в случае факапа. Только ты, карта и небо. Пресловутый ЕБ я даже не стал вытаскивать из сумки. Блин, варежки нужны. Холодно. Что-то я не думал, что сегодня будет так прохладно. Может, дверь закрыть? Попробовать как-то ее закрыть. Блин. Ну ёпта. Так, вот это надо нам достать. Начинается пляски с ремнями. Так, ремешок. Ремешок сюда и еще раз. Хренушки, да? Не закрывается. Ну ладно. Ой, холодно, пацаны. Блин. Дубачелла. Варежки в следующий раз возьму. Куртофан там есть у меня, но что-то как-то я не уверен, что хорошая идея сейчас одеваться. Так в стрессе. Первый курс держишь почти с белыми костяшками пальцев на штурвале. Смотришь на часы, сверяешь компас, сканируешь горизонт. И вдруг понимаешь, что все совпало. Внизу виднеется та самая деревня ровно через столько минут, сколько ты считал на земле. Это ощущается, как будто мир дал тебе маленький знак, что я все сделал правильно. С каждой следующей точкой приходит уверенность. Дороги, реки, линии электропередач, которые раньше были просто фоном, теперь стали моим ориентиром. Короче, карта оживает. Но вместе с этим приходит и другое чувство – полная ответственность. В радиоэфире жужжат незнакомые голоса пилотов и диспетчеров. Все зависит исключительно от меня. Самый волнительный момент – это приземление в чужом аэродроме. Я вхожу в зону, объявляю себя по радио и слышу в ответ абсолютно незнакомый голос. В общем, ощутил себя новичком, который пришел в чужую компанию. Вроде знаешь правила, но все равно немного некомфортно. Затем я зашел на глиссаду, колеса коснулись полосы, и вот именно в тот момент пришло то самое осознание, к которому я и сам не особо-то верил. Я понял, что я это сделал. Обратный путь уже совсем другой. Паника давно забыта, появляется чувство полнейшего удовольствия. Я стал замечать красоту неба, игру теней на земле. Начал по-настоящему наслаждаться полетом. Короче, прозвучит, наверное, странно, но я именно в тот момент понял, что я не ведомый, а ведущий. И вот когда я уже запарковал самолет, заглушил двигатель и откинулся в кресле, пришла очень простая, но сильная мысль. Это был мой первый настоящий полет. Тот самый, когда я впервые сам проложил себе путь в небе. И с этого момента назад дороги нет. Я уже пилот, даже если формально пока ученик. Вот в такую рань я просыпаюсь практически каждый день для того, чтобы начать свои
Тренировочки, ребята. 5 утра. 5 утра, вот видите, аэродром. Нет никого. Но зато я буду самый первый на рассвете в 5 утра. Every day. Я очень хочу выспаться. Мечтаю просто об этом. Вот они стоят, старушки. Ну ничего, работают. Так, где наш, наверное, самый крайний. Зато погода сейчас, ничего. Тепло и ветра нет. Да, вот самый крайний. Мой танго Чарли Зулу. Вот она моя красавица. Ну как красавица. Старенькая уже. Ну ничего, бегает, летает. Вот, сейчас все проверим пока. Что там в баках у нас, там весь этот обход я сделаю как раз. Наверное, ни хрена не видно, да? Ну вот как-то так. В таких условиях приходится учиться. Как вы понимаете, в такую темнотищу ничего записать не получилось. Ну, было и было. В общем, ночная тренировка — это так же, как и днем, только без света. Не скажу, что фанат ночных полетов, поэтому этим этапом грузить вас не буду. Все равно ничего не видно. Последний рубеж, финальный экзамен. Вот честно, когда я только начинал все это обучение, я даже не понимал, какой путь придется пройти. И знаете что, я этот путь как-то не особо заметил. Финальный экзамен принимал у меня представитель авиационных властей Южной Африки. Права на провал у меня не было, но после всего пережитого я вообще не парился по этому поводу. Видите, как получается, школа действительно тебя готовит к реальным полетным условиям, и к концу обучения ты настолько уверен в своих скиллах, что даже не возникает никаких волнений. Мы делали ровно те же упражнения, что и с дедулей перед самостоятельным полетом. Только в отличие от прошлого раза, весь полет мы провели в дружеском обсуждении текущей политической ситуации в мире. Очень любопытно общаться с людьми из других стран, которые поддерживают нашу страну. Но мы сейчас не об этом. Расскажу свои общие наблюдения во время учебы. В целом я вел свое обучение налетами и довольно часто возвращался в Москву. Такой рваный, но комфортный ритм. По итогу на все про все ушло больше года. Но зато обучение прошло спокойно, без стресса и как-то даже незаметно. Разумеется, и стоимость тоже растянулась во времени. И это еще один лайфхак. Не обязательно иметь на обучение всю сумму сразу, а можно, как в моем случае, просто инвестировать по 30 тысяч рублей в месяц в свою мечту. Учеба с перерывами — это не только комфортнее, но и финансово проще. Касаемо южноафриканского опыта, отмечу, что, пожалуй, не стоит учиться на английском языке, если ваши скиллы не дотягивают. Как понимаете, я успешно сдал экзамен, и после этого всего пути, пожалуй, подытожу этот выпуск так. Во-первых, не секрет, что профессия пилота одна из самых уважаемых и востребованных. Пилоты хорошо зарабатывают, и, честно говоря, это работа, на которой ты точно сможешь обеспечить свою семью. Да, ответственность огромная, ведь ты держишь в руках не просто штурвал, а чужие судьбы и даже кусочек неба. Вход в эту профессию, кстати, гораздо проще, чем может показаться со стороны. Всего-то нужны мотивация, дисциплина, немного смелости и немного денег. Ну ладно, немножко больше, чем немного. Но зато если станешь капитаном, бонусом восхищенные взгляды стюардесс. А вообще, учеба в авиации — это не только про экзамены и галочки в логбуке. Это про умение быть честным с самим собой, признавать ошибки и снова садиться в кабину. Пилотское свидетельство — это просто бумажка, но настоящий документ, который ты получаешь, он внутри. Там, где вместо страха рождается уверенность, а вместо сомнений — ответственность. Надеюсь, вам понравилось мое приключение в мир авиации. Обязательно подписывайтесь, и, быть может, я вам поведаю еще чего-нибудь интересного.